Всем привет, меня зовут Валентина, я преподаватель английского языка, и в сегодняшнем выпуске расскажу о том, как тренировать навыки говорения и как вообще начать говорить на иностранном языке. Первое, самое крутое упражнение, которое 100% поможет вам развить говорение, потренировать какие-то слова, которые вы знаете, это разговор сам с собой. То есть каким образом? Но это не так, что у вас, не знаю, там какой-то уровень шизофрении. То есть самый простой способ, вы куда-то идете, не знаю, на работу, просто гуляете, описываете все, что вы видите. Это упражнение номер один. Здесь вам понадобится, если мы говорим про английский язык, то present continuous. То есть это время, которое используется для того, чтобы описывать, что что-то происходит сейчас, и прямо описывайте то, что вы видите. Более простой вариант – описывайте вообще просто предметы, то есть то, что вы видите. То есть если у вас уровень А1, А2, то есть как раз вот это будет вполне вообще достаточно, описывайте все, что вы видите. И здесь можно спокойно использовать словарь, то есть вам не нужно, это не тест, это не экзамен, то есть вы делаете это в первую очередь для себя. Второй вариант – описывайте то, что уже произошло. Здесь вам понадобится past simple. И, то есть, вы описываете вообще, что вы сегодня делали. Там, я встал во столько-то, затем я делал то-то, то-то. То есть, это тоже тренировка говорения. Советую делать это вслух, если есть возможность, потому что в навыке говорения очень важно, чтобы вы это произносили. Поэтому чаще всего, когда вы, например, постоянно что-то думаете про себя, а затем вам нужно реально, говорить с каким-то человеком, либо что-то произнести, и вы чувствуете какую-то растерянность, типа, вы резко все забываете, но как раз это связано с тем, что вы просто как раз это связано с тем, что вы Да что со словом не так, что с ним не так, натренировали. И что за слова вообще нужно учить? Многие люди обычно смотрят какие-нибудь фильмы, не знаю, слушают песни и рандомно вообще учат все слова, которые, собственно, есть. Либо в каких-то приложениях они учат предложенные слова. В этом есть и плюс, и минус. Я советую вам учить слова, если вы начинаете с нуля, учите слова из обихода то, что вы видите. То есть, что вижу, то и учу. То есть, например, вы находитесь на кухне, вы сидите на стуле, видите стол, не знаю, у вас есть ложка. То есть, вот эти все предметы вам нужно учить. Еще совет, старайтесь учить их сразу с глаголами, которые будут логичны, чтобы использовать эти слова вместе с ними. Например, я ем какое-то блюдо. Допустим, я, не знаю, пью чай. I'm drinking tea. То есть вначале можете просто учить инфинитивы. I drink tea. Либо, например, я вижу птицу. I see a bird. То есть учите сразу вот такими вот маленькими, короткими фразами. И это очень сильно поможет вам увеличить ваш словарный запас. И, по сути, даже с таким лимитированным количеством слов вы сможете общаться 100%. Мой собственный пример, когда я работала в Китае, так получилось, что там никто вообще не говорил на английском, кроме одной единственной девушки, и постоянно ходить с ней было достаточно сложно. Мне пришлось учить китайский язык. И поначалу это реально были какие-то отдельные слова, то есть что вижу, то и учу. Стол, идти, позвонить, еда и прочее. И в принципе люди меня понимали. То есть я что-то показываю, что-то говорю, и меня понимают. Затем постепенно ты начинаешь накидывать какие-то новые слова. Но самый главный совет вообще, когда вы начинаете изучать язык, первое, что вам нужно выучить, это местоимение, это 100%, затем цифры, и самые основные глаголы, то есть ходить, звонить, не знаю, писать, вот такие основные глаголы, их будет, около, 30-40, вот эти основные глаголы вам нужно выучить. Еще важно в говорении тренировать слова, которые вы выучили. То есть у нас есть активный словарь, пассивный словарь, но очень важно тренировать эти слова и каким образом. То есть, например, у вас есть, 50 слов, которые вы выучили. И попробуйте, допустим, просто в день выбрать, самые какие-нибудь часто используемые слова, выберите 5-6 слов и поставьте себе цель, что вот в течение дня вам нужно каким-то образом в контексте их использовать. И, допустим, если вы будете так делать неделю, 100% уже эти слова у вас будут в активном словаре, и вы будете вообще свободно их использовать, вам не нужно будет, смотреть какие-то ваши заметки,
Также сейчас есть очень огромное количество вообще разных способов того, как вы можете тренировать именно говорение. Это разговорные клубы, это есть разговоры по телефону. На Яндекс, например, есть такая платформа, где вы просто там в течение 10-20 минут разговариваете с каким-то человеком на разные темы, как правило, это преподаватель. И также есть бесплатные варианты, и один из них это приложение HelloTalk. То есть там как раз вы находите себе языкового партнера, причем вы можете найти партнера для разных языков, то есть это может быть и английский, и одновременно это может быть и китайский, не знаю, французский, все вместе. Также в HelloTalk есть стримы. Очень много на самом деле людей проводят разные стримы. Кстати, многие из них вообще учителя. Ниже по ссылке посоветую двух людей, которые, не знаю, мне очень понравились. Они оба преподаватели английского языка. Один американец, другая с Англии. И очень часто они делают стримы, где ты можешь присоединиться и с ними пообщаться. Плюс мне очень нравится атмосфера стримов, потому что люди как-то очень заряжены на взаимное обучение, на что-то веселое, и участвовать просто в таких стримах реально приятно. It's all right, it's all right. My native speak is Spanish, but my parents are Italian, and I live now in Germany. Oh, wow. Okay. Oh, wow. Yeah, well. Yeah, that's great. So do you know some German too? Yes. Okay. Yes, I speak Spanish, Italian, German, Portuguese. Wow. And do you know what, Remo? Most Americans don't even speak English well. Yeah. I try English now. But sorry, my name has called Remo. Что касается произношения. Понятное дело, когда вы с кем-то разговариваете, очень важно, чтобы вас понимали. Здесь на самом деле не так много звуков, которые вам нужно изначально потренировать, чтобы вас понимали достаточно легко. И все остальные звуки, в принципе, в русском и на английском, они относительно схожи. То есть есть небольшая разница, но она не влияет на понимание. Но есть некоторые звуки, которые сильно влияют на понимание, они меняют значение слова. И первый звук, который 100% вам нужно потренировать, это английские звуки «з» и «th», межзубные звуки. Так как у нас в русском языке такого звука нет, мы часто даже его вообще не слышим. Еще два таких звука – это «в» и «в». У нас в русском нету звука «в». И, например, если вы скажете will и will, это два разных слова. И еще один звук, тоже, на мой взгляд, очень важный, если мы говорим про английский язык, это звук У нас нет такого в русском языке звука, и поэтому часто мы говорим вместо cat, мы можем сказать cut, cat, cot, но не cat. И здесь тоже просто нужно потренироваться постепенно и прямо слышать разницу, что в каком случае вы сказали cat, в каком случае вы сказали cat и в каком случае вы сказали cut. Потому что, например, cut – это что-то отрезать, резать, и cat – это кошка. Два разных слова абсолютно. И понятное дело, если вы разговариваете с иностранцем, и по контексту он, скорее всего, поймет, что вы говорите, не знаю, там про кошку, а не про то, что там кто-то что-то режет. Но опять же, чтобы облегчить понимание человека, с которым вы говорите, старайтесь вот эти вот звуки потренировать. И один из способов, как можно их потренировать, это проверять их в Google переводчике. Я так, например, тренировала китайский. То есть я когда учила произношение сама, там есть тоже некоторые звуки, которые очень-очень похожи, и поэтому я просто говорила что-то на китайском в Google переводчик и смотрела, те ли слова вообще он записывает. Поэтому, если, например, вы уже выучили какое-то количество слов, может много, может мало, неважно, и вам нужно общаться с каким-то человеком. Первое, что у вас должно быть в голове, что вас никто не судит, вообще всем без разницы, то есть нет такого, что вы, например, хотите заключить там с кем-то договор с какими-то партнерами, и вы разговариваете на английском, и, допустим, ваш партнер, не знаю, англичанин, и вы там говорите немножко с ошибками, он такой:
ой-ой-ой, подписать мы договор не сможем, у вас вот проблемки с грамматикой, как можно на вас вообще положиться? Ой-ой-ой. В нашей стране, ну и у многих других вообще культур есть как бы страх того, что тебя осудят, тебя не поймут, и ты будешь чувствовать себя неловко. И что делать в этой ситуации? Первое, я бы посоветовала быть, у меня есть очень классный студент, я реально его обожаю, и у него есть, причем ему почти 60 лет, и он уже, ну, он постоянно изучает язык, поддерживает как бы его в форме, и у него есть некоторая кредо, кто поймет, тот поймет. То есть он вот так разговаривает на языке, и иногда реально его очень сложно слушать, потому что помимо того, что как бы, ну, кто поймет, тот поймет. И у него есть еще фишка, что у него есть 2 преподавателя, и с одним он учит именно какие-то новые слова из бизнеса, и часто он тренирует их со мной. То есть, например, мы с ним разговариваем там про погоду, и резко он говорит какое-нибудь слово из бизнеса, которое вообще не относится к теме, и я сначала думала, что, блин, может, я как-то не могу понять его мысль, может, не знаю, как-то нужно, не знаю, переспросить, а потом я поняла, что мысли нет. Ну и, конечно, главный совет, как тренировать говорение, вам нужно говорить. То есть часто у меня реально бывали случаи, когда студенты, например, говорят, блин, у меня проблемы с говорением, вообще как-то не идет. И весь урок он молчит. То есть ты пытаешься задавать какие-то наводящие вопросы, не знаю, как-то, ну, пытаешься его растормошить, и он такой... Это реально часто происходит, поэтому говорение зависит в первую очередь от вас. То есть вы понимаете, что вам нужно говорить. То есть первое, вам нужно сделать фокус на собеседника, что у вас есть задача донести какое-то сообщение, либо наоборот получить какое-то сообщение от человека. То есть это ваша главная задача. Не тратьте время на какие-то мысли, что вот, он подумает, что я тупой, что я необразованный. То есть вы тратите на это очень много сил, это не помогает. Вам нужно просто немножко развернуть вообще ваши цели и поставить фокус на человека, с которым вы общаетесь. И тогда как бы вот эти вот проблемы с какими-то страхами или чувством, не знаю, какой-то неловкости, постепенно это очень быстро уйдет.